Всем привет! Сегодня у меня для вас второй журнал Low Surprise в этом году, последний зимний. В нем уже присутствует весеннее настроение, но зимние развлечения все еще в нем присутствуют. В общем, ребята, вот так вот у нас выглядит обложка. Здесь у нас изображены куколки. И в целом в журнале вообще много изображений именно непосредственно куколок LOL. Наряду с их артами. Содержание. Главная персона выпуска Джейли Джем. Здесь мы можем с ней поближе познакомиться. У куколки яркий, милый образ. У нее длинные волосы. И она состоит у нас в клубе. Также мы можем узнать ее подружку, которую зовут Peanut Butter. Дополнительные задания, которые связаны с нашей главной куколкой выпуска. Вот и это задание мне очень понравилось. Мне кажется, вот под вырезание оно вообще будет шикарно смотреться. Останется только подобрать подходящих куколок к нему. Здесь у нас девочки встретились с мальчиками. Вот, девчонки и мальчишки будут вместе танцевать. Нужно найти пары. Здесь разные советы по поводу того, как сделать свою комнату красивой и уютной. В целом, мне нравится эта рубрика, она достаточно интересная и полезная. Задание на внимательность, путаница. Это классические задания в журналах. Раскраска по номерам. В этом выпуске у нас в классическом варианте пронумерованы наши цвета. Психологическое развлечение на тему, какой нам подойдет рюкзачок. Интересный тест, необычный. Это хорошее задание с поиском слов. Я думаю, интересно, в принципе, и взрослым, и детям. Здесь также на внимательность нужно найти 2 одинаковых телефончика. Варианты логического ряда. Вот этот разворот мне понравился. Можно посмотреть, с какой куколкой у вас совпадает месяц рождения. Постер. Постер у нас с залитым фоном. Нам нужно только раскрасить куколок. И вот постер, который оформлен до конца, он у нас с фотографиями куколок. Здесь у нас караоке-вечеринка. Наклейки. Наклейки тоже, в них достаточно часто встречаются именно куколки. Также интересные, красивые, нарисованные персонажи. В принципе, они, как всегда, исключительные красотки. И плюс милые всякие дополнительные. Тема НЛО у нас преобладает. Также какие-то классические со всякими вкусняшками, растенницами, аксессуарами. В общем, очень интересно. Мне прям самой интересно, какие же я придумаю коллекции к этим наклейкам. Поехали дальше. Подписка на журнал. Тени мои любимые. Я их безумно люблю. Кстати, поделитесь, какие вам нравятся рубрики в журнале. В этом журнале они наконец-то выглядят уже более
фундаментально, на мой взгляд. Я обязательно их буду вырезать отдельно в наш каталожек. И также мне нравится пазл. Сама его концепция нравится, то, что он не сильно сложный. Нужно добавить 4 элемента. И в целом сама фотография мне очень нравится. Меня прям вдохновляет то, как сфотографированы куколки именно на глянцевой поверхности. Смотрится это очень красиво. Задание на внимательность. Нужно посчитать снежные комы и сделать вывод, сколько получится снеговиков. Оригинальное задание. Еще из рубрики «Зимние развлечения». Хороший большой лабиринт. В журналах Low Surprise они достаточно большие. Задания с вкусняшками. И мне еще нравятся вот такие вот подобные задания. У нас уже в нашем каталожике было такое. А в каком плане оно мне нравится? Это то, что можно, например, вырезать и потом спустя какие-то годы в будущем посмотреть и вспомнить, что же там мне нравилось когда-то в детстве. Мне кажется, это очень мило. Потрясающая просто подделка у нас. Это праздничная. Уже готовимся к 8 марта. Ну, на тот момент, когда я снимаю обзор журнала, это как никогда актуально. Поиск различий. У нас, как всегда, здесь большой разворот. И опять я вот смотрю, и много различий я не вижу. Ну, с первого взгляда. Кстати, есть такая особенность. Вот когда я монтировала видео, мне прям больше сразу попадалось на глаза. Как-то по-другому оно воспринимается, нежели я вот просто смотрю журнал. И так я вот, когда в журнал смотрю, я просто не замечаю. А вот когда видео монтировала, уже так прям побольше видела. Здесь еще, кстати, какие-то дополнительные сердечки. И они тоже буковками отмечены. И это тоже, наверное, какое-то дополнительное задание. Еще пока не читала. Игра у нас. Игра с жетонами для 2 подружек. Интересная, выглядит оригинально. И смайлики очень милые. И такие в стиле лол. Дорисовываем и раскрашиваем по клеточкам. Милое задание с пэтами. Нужно их согреть еще. Придумать и нарисовать им шапочки. Это такое творческое. Плюс как бы оно продолжение предыдущего. Здесь можно потренироваться по готовому шаблону, а здесь уже проявить свою фантазию. И все. И здесь у нас коробочки. Тоже очень полезные штучки. Выглядит очень мило и красиво. Ну, в общем, вот такой вот выпуск получился. Мне он очень понравился. В нем мои любимые рубрики наконец-таки раскрыты, как именно нравится мне. Напишите в комментариях, что больше всего нравится вам. А сейчас пришло время рубрики «Бумажный коллекционер». Давайте посмотрим, какую куколку мы сегодня добавим с вами в нашу бумажную коллекцию. Открываем наш журнал для бумажного коллекционирования наших куколок. Вот так я оформила страничку. И сегодня у нас куколка в коллекцию добавится, которая состоит в книжном клубе. Насколько я помню, она сама пишет истории. В общем, ее любимая сказка. Я постаралась ее отобразить в бумажных сюрпризах. У нас есть вот такой вот кролик, и пирожок, и бутылочка
с говорящим названием «Съешь меня и выпей меня». Возможно, вы уже догадались, какая ее любимая сказка. Предлагаю прямо с нее и начать. Давайте откроем кролика и посмотрим, какая у нас там куколка. И это у нас Heartbreaker. Она у нас девчонка дерзкая, уверенная в себе. Не так давно у нас на канале был журнал, в котором она была. Так, приклеиваем ее сюда. Будет стоять у нас на грибочках. Вот так. Да, и здесь у нас покорительница сердец Heartbreaker. Информация про ее старшую и младшую сестренок. Так, это приклеим вот сюда. Так, далее. Давайте откроем пирожок. Здесь у нас с вами пирожок отдаем кролику. Собачка. Собачка увлечена сказками не меньше своей хозяйки. Приклеим собачку. Он тоже у нас в короне. Давайте вот сюда. Вот. И младшая сестренка Lil Heartbreaker. Она такая же дерзкая, как ее старшая, ее средняя сестра, получается. Она у нас будет сидеть на гусеничке. И осталась у нас бутылочка. Так, давайте посмотрим, что у нас там осталось в бутылочке. В общем, много информации про ее наряды. Например, в торжественных случаях она надевает золотые туфельки с черными помпонами. Оригинально. Это сюда. Так, она подарила младшей сестренке пустышку золотого цвета. В королевском духе, да? У нее есть белые колготки, украшенные красными и черными сердечками. А какие вам колготки нравятся по дизайну? Мне нравится с горошком, кстати. Смотрится очень мило. Она носит длинные перчатки до локтя красного цвета. Много-много прям таких описано нюансов, связанных непосредственно со стилем. Вот, она у нас состоит в книжном клубе, любит читать и писать рассказы. Вот она пишет рассказы. Давайте эту информацию вот сюда, поближе к гусеничке. Гусеничка у нас тоже читает книжечку. Ой, немного не так, наверное. Вот так. И их реплики. «Иду королевским путем», говорит Heartbreaker. «Разбиваю сердца с первого взгляда», вторит ей ее младшая сестренка. Вот так. В общем, вот такая вот у нас куколка появилась в коллекции. Сейчас предлагаю вам посмотреть, как мы оформили
вырезки из предыдущего журнала. Сразу скажу, их было немного. Основной упор я сделала на непосредственно сами бумажные сюрпризы, на рисование пакетиков, так как самих заданий, которые подходят именно под вырезание, их, на мой взгляд, было мало в предыдущем журнале, который был первый выпуск в новом году. Но, в принципе, это не так критично. Я оформила ходилку, и также мы сделали пасхалки из каких-то раскрасок, артов, которые представлены в журнале. А сейчас я хочу вам показать свою коллекцию. Это у меня получается прогулка с пэтами. Все уже в ожидании весны. Хотя у нас весна, я живу в Новосибирской области, и у нас тут весна еще не скоро настанет. Ну, по крайней мере, такая, как она изображена у меня здесь в каталоге. Но мы ее ждем. В общем, девочки гуляют со своими питомцами. Пакетики у меня выглядели так. Я нарисовала разные вкусняшки. У меня есть 2 напитка и 2 угощения. Напишите, что нравится вам. Я лично люблю кофе. Мне безумно нравятся напитки молочные с бубой. Как-то так они называются, эти шарики. Ну, а мороженое – это отдельная тема. У меня дочка всегда выбирает, лишь бы оно было какого-то необычного цвета. Фиолетовое, голубое. Мне кажется, даже вкус не так важен, как цвет. Вот. Следующая коллекция – это выступление девочек из рок-клуба. Девочки выступают на сцене, а в партере и в зале собрались зрители. Мы пришли на их концерт. Пакетики я сделала в виде билетов на концерт. С открывашечкой. Мне было интересно их рисовать. И они в целом мне очень понравились. Мы, кстати, их открывали, эти бумажные сюрпризы, всей семьей. Я с дочкой, со своей мамой. В общем, все получили удовольствие от этого. Следующая коллекция у меня это вкусняшки. У меня здесь есть одна дополнительная коллекция. Я расскажу попозже. Вот. Вкусняшки. У нас есть вкусняшки, которые непосредственно сладости. И также фрукты тоже относятся к вкусняшкам. Там у меня было 2 пакетика. Один пакетик сникерс, а другой пакетик хурма. Вообще, это воспоминание мое яркое из моего детства. У меня мама, когда вышла замуж за моего отчима, за моего папу, он всегда покупал нам по батончику сникерса, а себе брал батончик Марса. И он также меня познакомил с этим фруктом необычным, с хурмой. До этого момента мне никто ее не покупал, и я как бы вообще не знала о ее существовании. Вот. И она мне безумно понравилась. Вот. Папы уже нет с нами, к сожалению, но воспоминания у меня об этом остались на всю жизнь. И дополнительная коллекция – это футбольный клуб. Попались вот такие вот 3 наклеечки. Они в целом всегда встречаются в небольшом количестве. Ну, какие-то вот наклеечки со спортивной тематикой. Я не знаю, для полноценной коллекции они не подходят, но я вот решила нарисовать отдельный мячик. Кстати, мячик мне очень понравился. Он такой прям красивый, на мой взгляд, получился.
Вот наша ходилка, игра со снегом. Она на самом деле очень интересная. Здесь у меня вот такие вот жетончики, разные снежинки. Это, кстати, похоже на паутину. Мне паутину, по крайней мере, напоминает. Вот. Такая ходилочка. Ну и в целом, там у нас в основном пасхалки. Дочка у бабушки раскрашивала. Там бабушкиными карандашами, которые у нее там были. Так вот. Так что на этом пока все. Но, думаю, в следующий раз будет больше. Ребята, я благодарю вас за просмотр. Я вас очень люблю. С вами была Вика Творчуня. Пока, увидимся уже скоро в новом влоге. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока, увидимся.